Приветствую всех! Вы когда-нибудь чувствовали, что за вами наблюдают? Не в параноидальном смысле, а когда чье-то внимание становится слишком навязчивым. Сегодня мы поговорим о явлении, которое пугает и разрушает жизни, о сталкинге. И разберемся, кто такой сталкер с точки зрения психологии, но максимально простыми словами. Забудьте пока о романтических фильмах, где настойчивость это равно любовь. Здесь все гораздо серьезнее. Итак, кто же такой сталкер? Если совсем просто, сталкер это человек, который одержим кем-то другим и систематически против воли этого другого человека преследует его, нарушая его личные границы и вызывая у него страх. Ключевые слова здесь – одержимость, систематичность, против воли и страх. Это не просто влюбленный чудак, который неловко пытается привлечь внимание. Это не тот, кто написал вам пару раз после отказа. Сталкер – это тот, чьи действия становятся повторяющимся кошмаром для жертвы. Как это выглядит на практике? Арсенал сталкера очень широк. Десятки, сотни звонков, СМС, писем в соцсетях, часто в любое время дня и ночи. Даже если вы его заблокировали, он найдет способ, новые номера, фейковые аккаунты. Он может случайно оказываться там же, где и вы, у вашего дома, работы, любимого кафе. Он может следить за вами пешком или на машине. Иногда это что-то странное, пугающее или слишком личное, оставленное у вашей двери или присланное по почте. Сталкер может рыться в ваших соцсетях, даже взламывать их, опрашивать ваших знакомых, чтобы знать о вас все, ваши привычки, расписание, круг общения. Прямые или завуалированные угрозы вам, вашим близким или даже домашним животным. В крайних случаях вандализм, например, проколотые шины. Попытки очернить вас в глазах других. Важно понимать, это не отдельные инциденты, это система, паттерн поведения, который заставляет жертву чувствовать себя в ловушке, постоянно оглядываться и бояться за свою безопасность. Но почему люди становятся сталкерами? Тут нет одного ответа, но часто в основе лежат глубокие психологические проблемы. Человек не может отпустить объект своей страсти или ненависти, он буквально зацикливается на нем. Часто это происходит после разрыва отношений, когда сталкер не может принять отказ. Преследование дает сталкеру иллюзию власти и контроля над жизнью другого человека. Иногда сталкинг – это отчаянная, хоть и нездоровая попытка удержать кого-то рядом. Некоторые сталкеры искренне верят, что их любят в ответ, или что их настойчивость – это проявление настоящей любви. Это может быть связано с таким расстройством, как эротомания. Для них «нет» – это не ответ, а вызов или временное препятствие. Если сталкер чувствует себя обиженным или отвергнутым, преследование может стать способом наказать обидчика. Самое страшное – это влияние на жертву. Жизнь под постоянным прицелом превращается в ад. Это не просто неприятно, это вызывает сильнейший стресс, тревогу, панические атаки, депрессию. Человек теряет чувство безопасности даже в собственном доме. Приходится менять номера телефонов, маршруты, иногда даже работу или место жительства. Это тотальное разрушение нормальной жизни и постоянный страх. Так что же отличает сталкера от просто назойливого ухажера? Главное это страх, который он вызывает у жертвы, и систематическое игнорирование ее нет. Сталкер не уважает чужие границы, его действия это не про любовь, это про эгоизм, контроль и одержимость. Итак, подведем итог. Сталкер в психологии – это человек, чье навязчивое, нежелательное и повторяющееся внимание к другому человеку вызывает у того страх и нарушает его нормальную жизнь. Это серьезная проблема, а не романтическая история. Если вы чувствуете, что чье-то внимание переходит границы и вызывает у вас страх, не игнорируйте это.
Расскажите близким, друзьям, ищите помощи у специалистов или правоохранительных органов. Ваша безопасность и спокойствие – это главное. Надеюсь, это видео помогло вам лучше понять, кто такие сталкеры и почему это так опасно. Если вам было интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео. И напишите в комментариях, сталкивались ли вы с подобным или что думаете по этому поводу. Берегите себя и свои границы. До встречи!